Здравствуйте, дорогие мои рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжи». Если вы не подписаны еще на мой канал, то подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещений. Я думаю, на моем канале вам будет интересно. С 16:00 до 17:00 по московскому времени в этот промежуток практически каждый день я публикую на канале обучающие видеоуроки по вязанию, делюсь с вами творческими идеями, и мы в компании рукодельниц вяжем совместные проекты. Присоединяйтесь, я думаю, вам будет интересно, и вы будете вязать вместе со мной по моим мастер-классам. А сейчас я хочу вам представить идею: ажурную кофточку, которая связана крючком. Она очень легко, просто и быстро вяжется. Кофточка состоит из двух видов узора. И сейчас я вам хочу показать мастер-класс, обучающий видеоурок для начинающих рукодельниц по вязанию основного узора кофточки. И также в конце видео поделюсь с вами всеми схемами для того, чтобы вы смогли самостоятельно, воспользовавшись схемами, связать данную модель кофточки. Схема узора первого основного и вот ажурной сеточки, также обвязка края, все эти схемы вы увидите, просмотрев видео до конца. И можете сделать скриншот с экрана и распечатать. Пряжу для вязания я заказываю в интернет-магазинах. Недавно я получила заказ, его вам показывала. Если вам интересно, то проходите по ссылочке и посмотрите, какую обычную пряжу я заказываю для своего рукоделия. Вязать узор я буду из пряжи Анна 16 в 100 граммах 530 метров, 100% мерсеризованный длинноволокнистый хлопок, крючок и спицы номер 2, 2,5, цвет 372, белый, белоснежный белый цвет. И крючок для вязания я буду использовать номер 2, Clover Soft Touch, страна производства Япония. Данную пряжу я заказывала в интернет-магазине пряжа Су. Ссылочки на эту пряжу и на магазин я оставлю, как всегда, в описании под видео в инфобоксе. И также поделюсь с вами секретным промокодом на скидку. Скидка по моему промокоду купону составляет 5%. Елена, нижнее подчеркивание, мой мир. Название, номер купона, и вы можете получить скидку на сайте с учетом всех бонусных предложений и акций в размере до 10%. В интернет-магазине пряжи Су очень много различных акций, также распродажа пряжи. Вот эту пряжу я купила по распродаже, у нее была очень привлекательная цена, и еще воспользовалась своим купоном. Как говорится, очень выгодно у меня получилась покупка пряжи, и я очень рада, так как качество пряжи очень высокое, и очень люблю я заказывать пряжу для рукоделия в интернет-магазине пряжа Су, так как доставка транспортной компании либо Почты России, заказы отправляются буквально на следующий день после оформления, и можно оформить заказ либо наложенным платежом, либо сделать предоплату заказа. И вам на почту придет номер отслеживания вашего заказа, вы сами можете смотреть путь продвижения. И также можно заказать бесплатный звонок, вам менеджер позвонит и ответит на все ваши интересующие вопросы по пряже и заказу. Сейчас я хочу вам показать мастер-класс по вязанию легкого, красивого, ажурного узора. Мастер-класс предназначен для начинающих рукодельниц. И также мы посмотрим, как смотрится узор. А в конце видео, после обучающего видеоурока, я вам расскажу и покажу принцип вязания кофточки. Смотрите видео до конца. Я думаю, вам будет интересно. Вязать узор я буду вот по этой схеме. Схема, как всегда, прикреплена в конце видео. Всегда ими делюсь. Если они у меня есть, если схемы нет, значит я узор вяжу по фотографиям. Также я вам расскажу,
каким образом начать вязание и каким образом рассчитать раппорты в ширину и в высоту. Раппорт состоит из 9 петель. Набираем для образца, это у нас контрольный образец, для того, чтобы высчитать перед тем, как вязать кофточку, необходимое количество раппортов, мы должны связать образец и провести работы по ФТО. Без этого, этой процедуры никак. Вяжем контрольный образец. Я набираю цепочку из 38 воздушных петелек. Очень качественная пряжа, это итальянская пряжа от торговой марки Siam. Очень люблю из нее вязать. Приступаем к вязанию первого ряда. Набираем одну воздушную петельку и во вторую петельку, первая, вторая, провязываю один столбик без накида. В следующую петельку провязываю второй столбик без накида. Одна воздушная петелька, пропускаю петельку цепочки и в следующую провязываем один столбик без накида. В следующую петельку провязываю второй столбик без накида. Одна воздушная петелька, пропускаю петельку цепочки и в следующую петельку, это получается во вторую, провязываем первый столбик без накида. В следующую петельку цепочки провязываем второй столбик без накида. Одна воздушная петелька, петельку пропускаем, в следующую петельку провязываем один столбик без накида. Далее в следующую петельку провязываем второй столбик без накида. Одна воздушная петелька, петельку пропускаем и получается во вторую петельку провязываем один столбик без накида. В следующую петельку провязываем второй столбик без накида. Одна воздушная петелька, петельку пропускаем, в основании второй петельки провязываем один столбик без накида, в следующую петельку провязываем второй столбик без накида. Одна воздушная петелька, петельку пропускаем, во вторую петельку провязываем один столбик без накида, в следующую петельку провязываем второй столбик без накида. Одна воздушная петелька, петельку пропускаем, во вторую петельку провязываем первый столбик без накида, в следующую петельку провязываем второй столбик без накида. Одна воздушная петелька, петельку пропускаем, во вторую петельку провязываем один столбик без накида, в следующую петельку провязываем второй столбик без накида. Одна воздушная петелька, петельку пропускаем, во вторую петельку провязываем один столбик без накида, в следующую петельку провязываем второй столбик без накида. Одна воздушная петелька, петельку пропускаем цепочки, во вторую петельку цепочки провязываем один столбик без накида, в следующую петельку провязываем второй столбик без накида. Одна воздушная петелька, первую петельку цепочки пропускаем, в основании второй провязываем один столбик без накида. В следующую петельку провязываем второй столбик без накида. Одна воздушная петелька, петельку пропускаю, в основании второй провязываю первый столбик без накида, в следующую петельку провязываем второй столбик без накида. Все, довязали до конца первый ряд и проверяем. У нас вот этот элемент, состоящий из двух столбиков без накида, должен повторяться 13 раз. Вот здесь вот давайте на схеме покажу. Вот два столбика с одним накидом, они должны повториться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. То есть пересчитайте и проверьте, у вас так же или нет. Приступаем к вязанию второго ряда. Набираю цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на другую сторону.
И после вот второго столбика без накида в арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаю. Здесь получается первую арочку из одной воздушной петельки и вершину второй арочки из одной воздушной петельки. Провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем вот первую арочку из одной воздушной петельки и вершину второй арочки из одной воздушной петельки провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. В первую арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываю 1 столбик без накида. Вяжем цепочку из 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаю одну арочку из одной воздушной петельки и вершину вот второй провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. В первую арочку из одной воздушной петельки провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем арочку, следующую провязываем 1 столбик без накида. И заканчиваем вязать ряд. 1 воздушная петелька и вершину столбика без накида провязываем 1 полустолбик с одним накидом. Все, довязали до конца. Второй ряд. И давайте посчитаем. У нас получилось количество арочек из 3 воздушных петелек. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. 5 арочек из 3 петель. И 1, 2, 3, 4. 4 арочки из 6 петель. Набираем цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на другую сторону. И там, где мы с вами вязали одну воздушную петельку, провязываем 1 столбик без накида. В арочку цепочки из 6 петель вяжем 9 столбиков с одним накидом, либо вы можете вязать с 2 накидами, и выполняем 2 пико. Сейчас я вам покажу, каким образом связать пико. Я буду вязать столбики с одним накидом. Первый столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом, третий столбик с одним накидом. И над вершиной третьего столбика мы сейчас будем с вами вязать пико. Высота пико 3 петельки воздушных. 1, 2, 3. Набрала 3 воздушных петельки. Теперь прокалываю крючок вот в эту петельку и еще одну петельку, которая находится в третьем столбике. Протягиваю нить, и на крючке у меня 2 петельки, и соединяю их вместе. Далее вяжем 4, 5 и 6 столбик. Так, 4 столбик, 5 и 6. Вот в 6 столбике над его вершиной провязываем пико. Высота пико 3 воздушных петельки,
И он вяжется пико над вершиной 6-го столбика с одним накидом вот следующим образом. И вяжем 7-й, 8-й, 9-й. Так вот провязали с вами такую ракушечку с 2 пико. Провязываем 1 столбик без накида в арочку цепочки из 3 воздушных петелек. И вяжем цепочку из 1, 2, 3 воздушных петелек. И в эту же арочку провязываем еще 1 столбик без накида. И продолжаем повторять вот этот раппорт. Раппорт у нас с вами будет из чего состоять? Из 9 петель. Это элемент веерочек с пико и такой вот ажурный элемент, состоящий из столбика без накида, 3 воздушных петелек и 2 столбика без накида. Вот мы с вами связали 1 раппорт. Сейчас мы приступаем к вязанию 2-го раппорта. Начало раппорта — это 1-й столбик с 1 накидом. 1 столбик, 2, 3. Провязали 3 столбика с 1 накидом. И над вершиной 3-го я сейчас буду вязать пико. Высота пико 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И над вершиной столбика 3-го с 1 накидом провязываем столбик без накида. Все, связали пико. 4-й, 5-й столбик с 1 накидом и 6-й провязали. Над 6-м столбиком мы будем вязать с вами пико. 1, 2, 3 воздушных петельки. И в вершину 6-го столбика провязываем 1 столбик без накида. И продолжаю счет. Вяжем 7-й, 8-й и 9-й столбик с 1 накидом. В арочку цепочки из 3 петель провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. И в эту же арочку провязываем 2 столбик без накида. Все, связали еще 1 раппорт. Это по счету у нас 2-й. Связали уже 2 раппорта в ширину. Продолжаем вязать 3-й раппорт. Раппорт начинается у нас с 1 столбика с 1 накидом. 1 столбик, 2, 3. Над вершиной 3-го вяжем пико. 1, 2, 3 воздушных петельки. И в вершину 3-го столбика с 1 накидом провязываем 1 столбик без накида. Продолжаю счет. Четвертый столбик с 1 накидом. 5-й столбик с 1 накидом и 6-й столбик с 1 накидом. Над 6-м столбиком вяжем 2 пико. 1, 2, 3 воздушных петельки и в вершину 6-го столбика провязываем 1 столбик без накида. Все, продолжаем счет. Вяжем 7-й, 8-й и 9-й столбик с 1 накидом. В арочку цепочки из 3 петелек провязываем 1 столбик без накида. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В эту же арочку из 3 петель провязываем 2 столбик без накида.
Все, закончили вязать с вами уже 3 раппорта. Третий раппорт довязали. И приступаем к вязанию 4-го раппорта. 4-й раппорт начинается со столбика с одним накидом. Первый столбик с одним накидом, второй, третий. И над вершиной третьего столбика с одним накидом вяжем пико. 3 воздушных петельки. Вершину столбика провязываем третьего 1 столбик без накида. Далее продолжаю счет, провязываю 4-й, 5-й и 6-й столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушных петельки. Над вершиной 6-го столбика провязываем 1 столбик без накида. И продолжаем счет. 7-й столбик с одним накидом, 8-й столбик с одним накидом и 9-й столбик с одним накидом. Все. Связали с вами веерочек и заканчиваем вязать ряд. В арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида, 1 воздушная петелька и провязываю 1 полустолбик с одним накидом. Все, связали с вами 1 раппорт, 2, 3, 4. Раппорт из 9 петель. Всего связано 4 раппорта в ширину. Приступаем к вязанию 4-го ряда. Набираю цепочку из 9 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Разворачиваю вязание на другую сторону. И вершину 1, 2, 3, 4, 5. 5-го столбика с одним накидом. В эту вершину провязываем 1 полустолбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же вершину 5-го столбика с одним накидом провязываем 2 полустолбик с одним накидом. Набираю цепочку из 9 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять же в вершину 5-го столбика 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5-й столбик, прокалываю крючок и в эту вершину провязываем 1 полустолбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же вершину 5-го столбика предыдущего ряда провязываем 2 полустолбик с одним накидом. Набираю цепочку из 9 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вершину 5-го столбика 1, 2, 3, 4, 5. Вот в этого веерочка провязываем 1 полустолбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же вершину 5-го столбика провязываем 2 полустолбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 воздушных петелек. И вершину 1, 2, 3, 4, 5 5-го столбика провязываем 1 полустолбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же вершину 5-го столбика провязываем 2 полустолбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки.
И в арочку цепочки из 3 петель, вот вершину вот этой арочки, провязываем 1 столбик, но уже с 3 накидами, для того, чтобы нам выровнять вот этот край. Такой вот у нас интересный ажурный узор получается. Все, связали с вами до конца 4-й ряд. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Выполняю провязываю одну воздушную петельку, разворачиваю вязание на другую сторону и вершину столбика с 3 накидами провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки из 1 петельки между 2 полустолбиками с 1 накидом провязываем 1 столбик с 1 накидом. В эту же арочку провязываем 2 столбик с 1 накидом. 1, 2, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки из 9 петель провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки из 1 петельки между 2 полустолбиками провязываем 2 столбика с 1 накидом с общим основанием. 1, 2, 3. И можно еще каким образом связать. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки и в основании 5-й петельки провязываю 1 столбик без накида. То есть вы вяжете либо вот упрощенным способом, либо в 5-ю петельку цепочки, там где у нас была связана цепочка из 9 воздушных петелек. Вот я в основании 5-й петельки провязала 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки между 2 полустолбиками с 1 накидом. В арочку цепочки из 1 петельки провязываем 2 столбика с 1 накидом. Оба столбика вяжутся с общим основанием. 1, 2, 3 воздушных петельки. Пропускаю 1, 2, 3, 4. В 5-ю петельку цепочки. Цепочка у нас была из 9 петель. Провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. Между 2 полустолбиками с 1 накидом. В арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязываем 2 столбика с 1 накидом с общим основанием. 1, 2, 3 воздушных петельки. И отсчитываю я от начала вязания 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываю 1 столбик без накида. Все, связали с вами ряд и связали с вами 1 раппорт в высоту. Раппорт у нас состоит из 4 рядов. Вот этот первый ряд мы его не учитываем, он не входит у нас в узор, а просто является дополнительным рядом для того, чтобы спрямить вот этот край. Узор у нас начинается, основной узор с первый ряд, 2, 3 и 4 ряд. Это высота одного раппорта. Раппорт состоит из 9 петель в ширину и из 4 рядов в высоту. Вот сейчас мы с вами связали 1 раппорт в высоту и 4 раппорта в ширину. Давайте еще раз. 1, 2, 3, 4. 4 раппорта в ширину. Раппорт 9 петель и 1. У нас ряд 2. 3-й ряд из цепочки из 9 петель и 4-й ряд, который мы сейчас с вами провязали.
4 ряда, а всего мы с вами связали 5 рядов. Первый ряд вот этот не учитываем. Сейчас вы можете продолжить со мной вязание. Я вам покажу, каким образом продолжить раппорт. Будем сейчас уже вязать начало второго раппорта. И я его буду вязать по принципу вязания второго ряда. Вы, когда свяжете 6-й ряд, это будет у нас по счету, перематываете видео на начало вязания 3-го ряда и продолжаете вязать далее. То есть раппорт, то есть у нас повторяется узор со 2 по 6 ряд. Приступаем к вязанию 6-го ряда, либо это 1-й ряд 2-го раппорта в высоту. Набираю цепочку из 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваю вязание на другую сторону. И вот в эту первую петельку справа от столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. Цепочка из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. И теперь в первую петельку от столбика слева, это будет, вот смотрите, первый столбик, второй, и вот в первую петельку цепочки провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Цепочка из 6 петель и повторяем раппорт. В первую петельку справа от первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. Вот первый столбик, второй. Мы в первую петельку слева от второго столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первую петельку от первого столбика справа провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. Теперь в первую петельку от первый, второй столбик, вот у нас петелька слева, провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелек. В первую петельку справа от столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. И в первую петельку от второго столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. И я провязываю вершину столбика без накида 1 столбик с одним накидом. Все, связали с вами 6-й ряд. Это начало вязания 2-го раппорта в высоту. И сейчас для того, чтобы продолжить вязание, вы перематываете видео и вяжете продолжение уже 2-го раппорта. Будете вязать вот этот фрагмент, ряд, где у нас были связаны веерочки. Это у нас по счету получается 3-й ряд. 1, 2, вот, и вот это 3-й. То есть 3-й ряд. Сейчас вот здесь вы продолжите вязание. 7-й ряд будете вязать как 3-й. И давайте еще раз я расскажу вам. Значит, 6-й ряд вяжем по принципу вязания 2-го ряда. Вот он, 2-й ряд у нас из арочек, цепочек. 3 петельки и 6 петелек. 7-й ряд вяжете по принципу вязания 3-го ряда. 8-й ряд по принципу вязания 4-го. 9-й ряд по принципу вязания 5-го. 10-й ряд по принципу вязания 6-го и так далее. Перематывайте видео,
Сейчас на начало вязания 3-го ряда и продолжайте вязать 7-й ряд. Надеюсь, я вам все подробно объяснила. Вот смотрите, таким образом выглядит изнаночная сторона узора. А вот так вот выглядит лицевая сторона узора. То есть, если провести работы по ФТО, отпарить, и петельки у вас выпрямятся, будет очень красиво, нежно смотреться узор. Чем тоньше пряжа, тем ажурнее узор у вас получится. Со своей стороны рекомендую использовать пряжу либо хлопчатобумажную, либо вот мерсеризованный хлопок, метраж которой 100 граммов 530 метров. Это получается в 50 граммах 265 метров. Чем тоньше пряжа, тем ажурнее будет изделие. Так что выбирайте пряжу потоньше, от 240 до 350 метров в 50 граммах. И будет у вас очень красивая, нежно, ажурная, изящная кофточка на лето, в которой будет не жарко. Ну, узор довольно-таки ажурный, конечно же, он просвечивает. И кофточку необходимо будет носить с подкладом, с трикотажным топом, либо под цвет кофточки, либо телесного цвета, либо под цвет той пряжи, из которой связана кофточка. Я всегда вязаные вещи ношу, если не сильно просвечивают, с маечкой, с топиком, на узких бретельках, и все очень комфортно и красиво смотрится. Так, узор я вам показала поближе. Надеюсь, вам он понравился. Сейчас я вам хочу рассказать принцип вязания данной модели кофточки. А сейчас, как я и обещала в начале видео, хочу вам показать принцип вязания кофточки. Кофточка вяжется очень легко и просто, и даже справится начинающая рукодельница. Прямым полотном, значит, начало вязания вы набираете цепочку. Здесь вот идет по линии талии, естественно, вот эта цепочка должна быть равна обхвату груди. То есть в самом широком месте измеряете и вот набираете цепочку. Здесь получается у нас идет прямое полотно. И вяжете, приступаете к вязанию, начинаете вязать вот с первого ряда. Первый ряд у нас состоял из столбиков без накида, и чередовались они с одной воздушной петелькой. Это начало вязания кофточки, вот прямо с первого ряда и начинаете вязать. Я вот здесь обозначила вот это вот 2 горизонтальных линии, это и есть первый ряд узора. Он здесь. Далее вяжете вверх, продолжаете вязание узора из видеоурока. Вот этим основным узором вяжете основную часть кофточки. Довязываете до линии пройм. Вы можете вязать отдельно деталь спинки, деталь переда, либо, если вы, как я вязала, я бы вязала по кругу, но поворотными рядами, без швов. Потом разделила бы в районе пройм на деталь переда и деталь спинки и вязала вот эти 2 половинки отдельно. Здесь у нас отверстие для руки. Довязала до уровня плеч и соединила. Вот здесь у меня зигзагом обозначена линия шва, место соединения деталей переда и спинки. Если вы не умеете вывязывать горловину, то просто соединяете плечевые швы, и у вас будет вырез горловины в форме в виде лодочки. А если вы умеете вывязывать, то вы можете выполнить горловину в виде полукруга,
И либо также оформить квадратный вырез горловины. Он тоже очень просто вяжется. Закончили вязать основную часть кофточки. Приступаете к вязанию второй части. Это уже узор сеточка. Схему, каким образом вязать узор, я вам оставила в конце видео. Узор вяжется очень просто и быстро. Я не буду на нем заострять внимание, так как все начинающие рукодельницы его с легкостью свяжут. Там ничего сложного нет. Стрелками тоже обозначила направление вязания. Здесь вот вы по этому ряду первый ряд провязываете узор сеточку, то есть вяжете уже узор сеточка вниз вот стрелочками, и можно вязать по кругу до нужной вам длины. Надеюсь, я все подробно объяснила. Кофточка вяжется просто, быстро, легко, и очень простая универсальная модель, которая подойдет, мне кажется, всем, и ребенку, и девушкам, женщинам. Смотрится, на мой взгляд, мило, интересно и по-летнему, так как здесь очень такой ажурный, симпатичный узор, и он будет в этой кофточке не жарко в летнюю погоду. Также можно этим узором связать пляжную тунику. Тоже будет очень красиво смотреться. Присмотритесь к этому узору, возможно, он вам понравится, и возьмете его к себе в копилочку. А я с вами не прощаюсь и жду вас завтра на очередном мастер-классе. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Жду вас с 16:00 до 15:00 по московскому времени.